Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, индийские власти с гордостью заявляют, что в стране снизились цены на топливо. Российская нефть со скидкой внесла большой вклад в это социальное достижение Индии. Индийский чиновник подчеркнул, что цены на нефтепродукты в стране самые низкие, а добиться это помогло решительное и дальновидное действие премьер-министра. Пожалуйста, расскажите, какие именно дальновидные и решительные действия помогли, почему все-таки у Индии есть скидка и почему, собственно, в Российской Федерации цены не снижаются, а растут? Ну, это не просто некий индийский чиновник, имя его известно, Хардип Сингх Пури. Это индийский министр нефти. И спорить с ним сложно, он говорит про свою страну, я думаю, что он про нее что-то понимает. Он дал данные с начала 2022 года, с января по апрель 2024. Стоимость бензина в Индии снизилась на 13,6%, на дизельное топливо на 10,9%. Это действительно правда. Очевидно, что это связано с поставками нефти из России. Индия для России теперь покупатель номер два после Китая. Ну, конечно, разительно все это выглядит, поскольку сказался эффект низкого старта. Если смотреть данные импорта из России за 2021 год, то Россия поставила порядка 2%, сейчас свыше 20%, и снижаться этот показатель уже не будет. То есть это Россия для Индии сейчас крупнейший поставщик нефти. Почему поставляла со скидкой, мы тоже знаем. Если кто-то забыл, напомню, что помимо эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, поэтапно введенное в декабре 2022 года и в феврале 2023, страны Большой Семерки, Соединенные Штаты и их шестерка, придумали потолок цен на нефть марки Urals и потребовали от всей планеты, чтобы все покупатели российской нефти этот потолок соблюдали. Индия совершенно уверенно от этого отказалась, несмотря на давление, которое было оказано, несмотря на те проблемы, которые вызваны с транспортировкой. Это и тот самый то серый флот, то темный флот, то черный флот Путина, как его только не называли. Все время получалось что-то мрачное. Несмотря ни на какие попытки надавить на Индию, она продолжает это делать. Да, уже пошли переговоры о том, что от разовых, чисто торговых сделок перейти на долгосрочные контракты, где предусмотреть все возможные и невозможные условия. Это сделано. Мы действительно поставляли нефть со скидкой, мы продолжаем это делать. Дисконт, как любят говорить, мы же не любим чужие слова в своем языке, поэтому, конечно же, дисконт, а то какая-то скидка, неприятно даже как-то. Действительно есть. Это плата за риск. Индия действительно рискует тем, что попадет под вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов. Хотя сделать это сложно, потому что Штаты пытаются найти хоть каких-то серьезных союзников в Юго-Восточной Азии. Есть противоречия между Индией и Китаем, и хоть какой-то шанс укусить Китай за счет повышения своего влияния в Индии. Соединенные Штаты этого терять не хотят, поэтому такого резкого нажима не произошло. Но риск со стороны Индии был достаточно ощутимый. И действительно, сообщение информационное, но заставляет задуматься. Вот ваш второй вопрос, Максим, совершенно оправдан. Если Индия позволяет себе снижать стоимость нефтепродуктов, то почему не позволяет этого делать сама себе Россия? Нефть из России позволяет снизить цены на внутреннем рынке Индии, при этом цены на внутреннем рынке России продолжают расти. Если мы посмотрим уровень цен в январе 2022 года и сейчас, мы увидим результаты. Я думаю, что это благословение со стороны наших прекрасных, замечательных, великолепных Министерства экономического развития и Министерства финансов. В январе этого года мы завершили, наконец, наш великий, великолепный, гигантский, не знаю, колоссальный налоговый маневр. С 1 января этого года экспортная пошлина на вывоз сырой нефти из России равна нулю. Для того, чтобы не потерять доходы бюджета, одновременно были повышены ставки на налог на добычу полезных ископаемых.
как ведут себя все переработчики нефти внутри России. Если вырос ставка налога на добычу полезных ископаемых, это значит, что у нас выросла себестоимость. Мы это мгновенно видим на наших биржевых торгах. Одновременно мы там же слышим вопросы от Федеральной антимонопольной службы, почему бензин подорожал, почему подорожало дизельное топливо. Удивительное дело. Вы повышаете налоги для внутреннего рынка и рассчитываете, что после этого цены останутся на месте. Замечательная идеология людей, которые отвечают за наш нефтяной рынок. Голоса Министерства энергетики при этом, разумеется, не слышно. У нас нефтяной отраслью руководит Министерство финансов и Министерство экономического развития, конечно. Напомню, каким образом формируется ставка налога на добычу полезных ископаемых в Российской Федерации. По методике, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации, проходят подсчеты, результаты подсчетов идут в Министерство финансов в соответствии с этим меняет ставку на налога на добычу полезных ископаемых. Можно многократно повторять, что это методика частной британской компании Argus, но компания Argus действительно частная британская компания, методику разработала, будучи исполнителем. С того момента, как на этом документе появляется подпись, печать руководителя Министерства экономического развития, это уже не методика Argus, это методика Министерства экономического развития или, для краткости, методика Решетникова. За основу берутся цены российской нефти в порту Амстердам для Северной Европы и в порту Аугуста на Сицилии для Южной Европы. То, что физически ни капли российской нефти и российских нефтепродуктов ни там не появляется, никого не смущает. У нас все в полном порядке. Мы берем вот эту цену за основу. Дальше мы добавляем некую среднюю стоимость фрахта из портов Балтийского моря для Амстердама и из порта Новороссийск для итальянского порта. Добавляется некая ставка страхования, стоимость полиса, нечто средневзвешенное. То есть мы берем 3 несуществующие в природе числа. Стоимость российской нефти в порту Амстердам. Нефти там нет, но цена у нас есть. Мы берем цену фрахта из портов Балтийского моря до Амстердама. Этого фрахта нет, потому что мы ничего не поставляем. Мы не страхуемся в компаниях Lloyd, но тем не менее мы это тоже учитываем. Это и есть основа для определения котировки российской нефти. Мы находимся в несколько странной ситуации. Мы учитываем все. Инфляцию, изменение котировок на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, на Лондонской товарно-сырьевой бирже. И не реагируем ни на какие предложения, раздающиеся изнутри отрасли. Напомню, что руководитель Роснефти Игорь Сечин предлагал за основу брать все-таки хотя бы не котировки нефти марки Brent. Он предлагал перейти на марки Ближнего Востока до резкого увеличения объемов поставок российской нефти в Индию. И именно эта нефть на индийском рынке торговалась, и ее же за основу брали и в Китае. Нет, мы этого не хотим. Мы хотим приводить нефть к марке Юралс, к стоимости нефти марки Brent. Для чего мы это делаем, никто не знает. Если этого не изменить, если наша многоуважаемая Государственная Дума не желает понимать, какие результаты принесло завершение большого налогового маневра, у нас ситуация не изменится. И мы по-прежнему будем наблюдать, как благодаря поставкам нефти из России кто-то снижает цены на своем внутреннем рынке на нефтепродукты, и при этом будем наблюдать рост стоимости нефтепродуктов у нас в России. Но поскольку наши государственные мужи, а я не сомневаюсь в их мудрости, не просто так они попали в наш парламент, если они не сомневаются в том, что это должно быть именно так, ничего меняться не будет. Для определения основного вклада в ставку налога на добычу полезных ископаемых в нефти берутся 2 показателя. Стоимость, та самая, которую я описал, российской нефти в европейских портах, взятая, на мой взгляд, просто с потолка. И второй множитель вот в этом коэффициенте – это количество рублей в долларе. Следовательно, как это выглядит для наших нефтяных компаний, которые добывают нефть и сами же ее перерабатывают.
Два множителя в этой формуле. Первый множитель – стоимость нефти марки Brent, от которой отнимается некий дисконт, так называемый. Могут на это повлиять нефтяники Тюмени? Нет, не могут. Это определяет за них некто. В данном случае Министерство экономического развития. Второй множитель – это количество рублей в долларе, курс доллара к рублю. Могут на это повлиять нефтяники? Нет, не могут. Соответственно, наш нефтеперерабатывающий бизнес работает в условиях, когда себестоимость нефти определяется не им. Наше многоуважаемое, великолепное Министерство финансов не интересует себестоимость добычи нефти. Какие расходы несут нефтяные компании для того, чтобы доставить оборудование, очистить нефть, построить трубопровод, транспортировать еще каким-то способом, не интересует совершенно. Интересует только, сколько стоит бренд на день сегодняшний, минус дисконт, и курс рубля к доллару. Больше не интересует ничего. Если кто-то считает, что это совершенно нормальная обстановка, по-моему, я многократно приводил уже эти примеры, берем средневзвешенную пекарню, которая работает в России и желает платить налоги. В ее отчетах можно посмотреть, вот столько стоила мука, столько стоили дрожжи, столько я заплатил за воду, за электроэнергию, вот себестоимость, вот продажные цены, заберите налоги. В этой пекарне не появляется налоговый инспектор, который заявляет, ты платишь слишком много или слишком мало, потому что круассаны на 5-й авеню в Нью-Йорке стоят вот столько. Поэтому я желаю, чтобы ты платил мне вот такой налог. И мне плевать, какая у тебя себестоимость. Но в нашей нефтяной отрасли мы себе это позволяем. Но сколько это будет продолжаться и какие будут результаты? Один из результатов мы видим. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже растут котировки. Для того, чтобы они не росли, единственный механизм, который имеется в руках у Министерства энергетики, это приказ о запрете экспорта того или иного вида нефтепродуктов. Прошлой осенью было запрещено вообще экспортировать, что бы то ни было, потом было разрешено для дизельного топлива. В 2024 году 2 месяца эмбарго на экспорт бензина, на месяц снимаем эмбарго, возвращаем эмбарго. Если многоуважаемые, великолепные, прекрасные Министерство финансов и Министерство экономического развития считают, что это действительно тот самый цивилизованный рынок, о котором они так много рассказывают, я вынужден констатировать, что мое мнение с ними не совпадает. На мой взгляд, это нечто странное. Есть некая модель, которая не связана с реальной жизнью. Когда эта модель в очередной раз заводит в тупик, а у нас проблем с ростом, неконтролируемым ростом оптовых цен на бензин было уже 3 в 2018, 2022 и в 2023. Приходит человек, у которого в руках остается единственный инструмент – административное регулирование. У нас Министерство энергетики, возможность влиять на наш внутренний нефтяной рынок, возможность сотрудничества и, ну, так скажем, хотя бы координация работы наших нефтедобывающих компаний, нефтеперерабатывающих компаний минимум. Все поручно находится в видении Министерства финансов, всемогущего и не терпящего никаких возражений. Единственное, что может Министерство энергетики, просто прекращать экспорт. Каким будет результат на этот раз? Если посмотреть на то, что происходит на торгах на Санкт-Петербургской бирже, в рамках приличия ведет себя дизельное топливо и бензин марки 92. 95-й растет, не останавливаясь. И он будет это делать дальше, потому что демпферный механизм, то есть, если очень коротко, если нефтяная компания российская недополучает прибыль на внутреннем рынке, то есть на внешнем рынке нефтепродукты стоят дороже, чем в России, ей возвращают часть налогов. Но этот демпферный механизм действует для бензина марки 92 и для дизельного топлива. Для 95-го его просто нет. Возможность вернуть налоги, снижая цены на 95-й бензин, у наших нефтепереработчиков просто нет. Соответственно, они будут поднимать эту цену для того, чтобы тот дополнительный налог, который платится в связи с обнулением экспортной пошлины, получить внутри России. Можно сколько угодно раз подниматься на высокие трибуны и говорить, что для нашей нефтяной отрасли главное наш внутренний рынок стабильно обеспечивать его необходимым объемом топлива. Но это не закреплено законодательно нигде, к сожалению.
У нас есть много красивых слов по этому поводу, но никто ни в Думе, ни в правительстве не озаботился тем, чтобы это было хоть как-то законодательно закреплено. Есть добрая воля, есть регулярные совещания у вице-премьера Александра Новака. Ну, простите, он там что, занимается воспитанием трудновоспитуемых подростков? Можно объяснять нефтяникам, пытаться давить на совесть, но если совсем цинично, есть закон, который я нарушаю? Нет такого закона. О чем мы с вами разговариваем? Имейте совесть, не задирайте цену. Хорошо, если вы так просите, мы не будем задирать. Но если у нас будет плохое настроение с утра в понедельник, мы повысим. А сделать вы нам ничего не можете, у вас нет никаких механизмов. Напомню, что в 2023 году президент Российской Федерации дважды давал поручение нашему многоуважаемому правительству навести порядок в нефтяной отрасли с тем, чтобы не нанести урон государственному бюджету в условиях рестрикций со стороны коллективного Запада. Оба раза ответом Министерства финансов были законопроекты, которые закрепляют все то, что я только что сейчас проговорил. Оба раза наша многоуважаемая, многомудрая Дума проводила этот законопроект без всяких изменений, причем не в 3 чтениях, а в 2, для того, чтобы побыстрее успокоить наше Министерство финансов, которое немножко волнуется. Поручение февраль 2022 года, голосование в Государственной Думе. Поручение мая 2023 года, практически без изменений, едва ли не слово в слово, тот же самый текст. И еще раз голосование о том, что статус-кво сохранится. Мы будем определять, сколько взять с нефтяника в Сургуте на основании того, сколько стоит российская нефть в Амстердаме. Ну, значит, так и надо. Ваш покорный слуга действительно чего-то в государственной мудрости не понимает, и слава богу, что меня не слышно и не видно. Государственные мужи не должны отвлекаться на частное мнение непонятных лиц. Я уверен, что они знают лучше, чем я, как управлять нефтяной отраслью России. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, предлагаем вам подписаться на наш телеграм-канал в условиях креатива нашей Государственной Думы по блокировке Ютуба. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте о нашей группе в ВК. Туда тоже можно подписаться, тоже видеть наши ролики и какие-то текстовые сообщения, о которых мы тоже не забываем. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стала дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.